Всем привет! Иммиграция продолжается, мы по-прежнему в Казахстане. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Погнали! Итак, сегодня мы едем в магазин Саупак. Договорился с управляющим, чтобы снять у них обзор цен и сравнить их с ценами в российских магазинах. Поеду туда на автобусе. Сейчас иду на остановку. Если будет возможность, покажу. Вот так вот выглядит остановка общественного транспорта. И есть информационное табло. Наш автобус будет через 4 минуты. Показывает погоду, время. Погода сегодня отличная. Плюс 20 градусов на солнышке. Очень тепло, классно. Снимать вообще было невозможно. Автобус битком. Блин, хотел тут пройти, а тут такая лужа. Автобусы, конечно, большие, вместительные. Там где-то, наверное, 25-30 посадочных мест. Но народу ездит очень много. То есть общественный транспорт популярен. У контролера был терминал, собственно, по которому он проводил оплату с карт. Я же оплатил по QR-коду, зашел в приложение Каспий Банк, отсканировал QR-код, там можно выбрать тариф, детский или взрослый, также указать количество билетов, которые ты покупаешь, и, собственно, производишь оплату. Далее тебе приходит квитанция, тоже с QR-кодом, которую можно будет показать контролеру, если он будет проверять билетик. Хочу вам показать пример перекрестка, где нет ни одного светофора для пешеходов. И то есть вот я не знаю, как местные ориентируются здесь. Пешеходная разметка она есть, но при этом не понимаешь, когда тебе идти. Люди, я так понимаю, ориентируются. Вот сейчас для этой полосы загорелся зеленый свет, они поехали. А идти можно, когда там загорится красный. Либо ориентироваться вот здесь. Кстати, еще обращает на себя внимание, что светофоры квадратные. Первый раз такое вижу. В России такого не встречал. Итак, я добрался до магазина и сейчас буду заходить. Менеджер мне говорил, что у них сегодня проходят акции и ожидается большое количество людей. Посмотрим, так ли это. И, собственно, разберем цены, сравним их с ценами в российских магазинах. Вот так вот выглядит магазин. Очень большой ассортимент. Есть какие-то бытовые приборы. А там уже крупная электроника. Так, начнем с ноутбуков. Здесь очень большое количество моделей представлено. Такой вот ноутбук. Моделька. И цена 559 990 тенге. Ультрабук Lenovo, IDEA P5, 16 гигабайт оперативной памяти, процессор Core i7, 512 SSD-шник, 459 990 тенге. Есть модельки попроще, ноутбук Acer, 15 дюймов диагональ, Intel Core i3,
SSD-шник жесткий 1 терабайт, оперативка 4 гигабайта, стоит 189 990 тенге. Вот такой интересный цвет у ноутбука, это ультрабук Acer на i3, 8 гигабайт оперативной памяти, 250 SSD-шник, 290 990 тенге. Согласитесь, цвет интересный. Есть различная продукция для автомобилистов. Вот такое зеркало заднего вида, видеорегистратор плюс GPS антирадар. Стоит 70 990 тенге. Такие планшетики. Давайте рассмотрим вот эту вот модельку. Планшет Huawei MatePad 11 на 128 гигабайт. По акции он стоит 209 тысяч тенге. Есть iPad, Wi-Fi версия на 64 гига в цвете Space Gray. Также по акции 179 990 тенге. Большое количество акций, скидок обращают на себя внимание. Плюс подарки есть. И вот такой вот ноутбук. Видно, что он игровой. Стоит 409 990. Очень большая скидка в 60 тысяч тенге. Так, дальше телефончики Xiaomi. Самая богатая моделька. Xiaomi 12 Pro. 12 гигабайт оперативной памяти, 256 внутренней. Стоимость 549 990 тенге. Айфоны есть. iPhone 13 Pro Max на 256 гигабайт стоит 749 990 по акции. Самый дешевый iPhone SE на 64 гигабайта 309 990 тенге. 11 модели 339 тысяч на 128 гигабайт и 299 тысяч на 64. Давайте посмотрим Samsung. Samsung A73 5G 128 гигабайт 239 890 тенге. Вот, дешевые телефоны. Самый дешевый, который я здесь нашел, это Huawei Y5i. Стоит 49 890 тенге. 2 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Вау, здесь даже есть Яндекс Алиса, Яндекс станция. 199 990 тенге стоит. Круто. Также есть лайт-версия Алисы в двух цветах. Вот в наличии вижу, на стенде представлены. Стоимость 31 990. У нас тут такая дома красненькая есть. Мы ее, по-моему, покупали за 4000 рублей. Такое огромное количество умных часов обращает на себя внимание. Apple Watch 7 серии с огромной скидкой 174 993 тенге он стоит. Они стоят 30% скидка. Интересно, за счет чего такая скидка? Вроде бы не затертые, не поцарапанные. Интересно. Сейчас просил, уточнил, эти часы в общем восстановленные, была замена аккумулятора, здесь вот написана причина скидки. Ого, вы посмотрите просто какое количество телевизоров здесь. Офигеть. Сколько же стоят эти телеки? Samsung, вот такая моделька, 639 990 по скидке, плюс 63 тысячи баллами. Интересно. А этот 589 990, диагональ 190 сантиметров, 75 дюймов. Ох-охо. Вот такие модельки попроще, тут уже 50 дюймов диагональ, 219 990 Philips.
Вот такой вот телевизор LG с большой скидкой 890 990, скидка 50 тысяч тенге, плюс баллами 889 990. Круто. После того, как вы купили телевизор, тут огромный выбор кронштейнов. Можете подобрать под любой вес и функционал. О, колоночка JBL. Такая портативная. 31 990. И на все скидки. Практически на все скидки. Нет, ребят, я вас обманул. Нашел телефон еще дешевле. 27 990 тенге. Здесь 1 гигабайт оперативный и 16 внутренний. Фирмы Техно. Интересно. Здесь даже есть инструменты. Вот такой шуруповерт. Стоит 23 990. Фирма Викер. Такой ассортимент тоже в наличии. Посуда. Детские игрушки. Очень большой выбор продукции, даже музыкальное оборудование, есть синтезаторы. Вот такой вот синтезатор. Стоит 132 тысячи. Ого, посмотрите, какие есть проигрыватели. В таком ретро-стиле. Вот этот вот клевый. Стоит 22 тысячи, почти 23. Также есть рассрочка. Даже гитара здесь представлена. Акустическая гитара стоит 39 990 тенге. Сковородочки также в наличии. Здесь вот написаны цены. Причем это опять, я так понимаю, скидки. Отличная сковородка, слушайте. Я бы себе такую купил. За кого я обманываю, собственно, я такую почти купил. Только в другом магазине, но тоже в Саупак. Шуме. Так, поднимаемся на второй этаж. Здесь, я так понимаю, уже крупная бытовая техника. Вау. Здесь есть все. И сковородок еще больше. Глаза разбегаются, на самом деле, с чего начать. Вот вижу, есть микроволновки, есть встраиваемые и не встраиваемые. Давайте посмотрим. Вот такая встраиваемая микроволновка стоит 84 990 тенге, плюс с бонусами практически 10% подарок. Огромное количество обычных микроволновок. Не знаю, давайте посмотрим вот эту вот модельку. Samsung 84 990. Ребят, здесь есть все просто. Посудомоечная машина, плиты, микроволновки, холодильники, бойлеры, сплит-системы, стиральные машины, пылесосы. Огромный выбор. Вот такие вот казанчики продаются для плова. Стоят 30 990 тенге. Ну и моя любимая — это сковородки. Кстати, вот такую вот сковородку мы купили домой в другом магазине в Шуме. Стоит 13 490 тенге. Также скидка. Когда мы брали, по-моему, тоже была скидка. Такой вот двухкамерный холодильник. 669 тысяч тенге. Вот так вот он открывается. Я мечтаю о таком холодильнике. Выглядит очень круто. Вот два холодильника стоит. Один фирмы LG стоит 309 990 тенге. Также бонусы возвращаются. Открыть у меня не получается его. И холодильник Haier 269 990 тенге. Этот открывается.
огромное количество сплит-систем. Напомню, в Октауне летом очень сильная жара бывает, и без этого никак не обойтись. Вот такая вот моделька стоит 369 990 тенге. Такая стиральная машина Haier, 189 990 тенге. Давайте посмотрим пылесосики. Такой вот пылесос очень интересный, похож на какой-то космический объект. Стоит 179 990. Смотрите, что я тут нашел. Тут даже есть швейные машинки. Круто. Вот такие вот. Такая вот швейная машинка стоит 124 990 тенге. Конечно, ходить здесь можно, мне кажется, бесконечно. Очень большой ассортимент продукции. Все буквально от ложек с вилкой до холодильника, сушильной машины, стиралки. Очень круто. Опять же, какая-то такая сопутка есть. Если вы покупаете стиральную машину, то здесь есть вот такая сушка. И даже кондиционер. Также вот стиральные порошки представлены, то есть полностью вы можете закупиться, и не нужно потом ехать отдельно в магазин. Все, спускаюсь вниз. О, нашел наушники беспроводные. AirPods стоят 140 990 тенге. Так, продолжаю ходить по магазину, уже садится камера, подключил вот к пауэрбанку, хожу с пауэрбанком. Очень крутой магазин, нравится общение персонала, который здесь работает. Поговорю сейчас с менеджером, с Аматом. Спасибо ему, кстати, большое за содействие в организации съемки. Очень приятный молодой человек. Кстати, вот Яндекс.Модуль у нас такой дома есть. Стоит 29 990 тенге. Очень удобная штука. Рассматривать ютубчик, различные киносервисы. Все там представлено и очень удобный функционал. Телефончики Huawei, самая дорогая модель Huawei P50 Pro, 459 890 тенге на 256 гигабайт встроенной памяти. В общем, хочется поделиться мнением о магазине. Я сам здесь покупал ноутбук, собственно, на котором монтирую для вас ролики. Здесь работают профессиональные ребята, которые помогут с выбором. Но также по городу очень много филиалов, поэтому я думаю, вы найдете в Дубльгисе или в Яндекс.Картах ближайший для вас магазин. Ну и не забывайте про сайт и возможность доставки. На этом все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если нравится такой формат. Пишите обязательно в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. Подписывайтесь на канал. Ну и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Всем спасибо. Пока. Небольшой такой постскриптум. Это видео я записываю 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства. И хочется сказать, что кто бы нам что ни говорил и пока не показывал, единства в нашем обществе сейчас нет. Я хочу лишь пожелать всем мирного неба над головой, добра. Делайте добро, творите добро, и все у нас будет хорошо. Всем спасибо. Пока.